Всех приветствую на моем канале Виктория Вяжет. В этом видео я хочу вам показать, как связать вот такого зайку. Рассмотрим его со всех сторон. Зайку я вязала из Himalaya Dolphin Baby. У меня ушло где-то 1,5 мотка. Я использовала крючок 3,5 мм. Для того, чтобы лапки были подвижные, я использовала пластиковые суставы. Вот так они выглядят. Наполнитель я использовала синтепух. Глазки на безопасном креплении 18 миллиметров, носик 20 миллиметров, также на безопасном креплении. Также реснички в натуральную величину, я их немножко подрезала, потому что они были слишком длинными. Также нам понадобится крепкая нить для того, чтобы сделать утяжку мордочки глаз. Хвостик я вязала из Alize Softy крючком номер 2. Также мы с вами свяжем наряд для зайки. Будет отдельное видео. Рост зайки у меня получился, сидя, около 27 сантиметров с учетом ушек. Если стоя, то около 30-31 сантиметра получился зайка. Сколько уйдет материала и какого роста он будет, все зависит от вашего плотности вязания и какой крючок вы используете. Насчет ушек. Ушки вы можете пришить прямо, как вам больше нравится, либо на бок, как это сделала я. Но мне показалось, так более интересно выглядит игрушка, необычно. Сначала свяжем с вами нижнюю лапку. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем прибавки в каждую петлю по 2 столбика без накида. В конце второго ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накидов. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И так до конца ряда 6 раз. И в конце третьего ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце четвертого ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. Пятый и шестой ряд вяжем по 24 столбика без накида. Провязали 2 ряда по 24 столбиков без накида. Далее вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду будем провязывать 2 столбика без накида, убавка. И так вяжем 6 раз. Провязали седьмой ряд. В конце седьмого ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. В восьмом ряду вяжем 6 столбиков без накида,
Далее делаем 3 убавки. И далее 6 столбиков без накида. В конце 8-го ряда у вас должно получиться 15 столбиков без накида. Сейчас мы будем наполнять деталь. В 9-м ряду вяжем 6 столбиков без накида. Делаем одну убавку. И дальше вяжем 7 столбиков без накида. И в конце 9-го ряда у вас должно получиться 14 столбиков без накида. Далее вяжем с 10 по 14 ряд 14 столбиков без накида. Провязали 5 рядов по 14 столбиков без накида. Теперь вставляем диск. У меня вторая лапка уже готова. Здесь я вставляла диск с правой стороны. Теперь я буду вставлять диск с левой стороны. Сбоку между 13 и 14 рядом вставляем посередине. Сначала я немного еще набью. Вставляю диск. Теперь сюда еще добавляю наполнителя. Чтобы лапка была не сильно плоская. И обе лапки были одинаково наполнены. Далее вяжем. Делаем убавку. Провязываем 3 столбика без накида. Делаю убавку. Дальше провязываю 5 столбиков без накида.
делаю убавку. Далее делаем 5 убавок. Теперь мы ниточку обрезаем, оставляем хвостик для того, чтобы стянуть это отверстие. Аккуратно затягиваем, чтобы не порвать. Теперь проходимся через столбики. Затягиваем отверстие. Теперь нам надо вставить крючок в лапку и в отверстие, которое мы затянули. Вот так. И хвостик спрятать в лапке. Сначала мы его выводим, чтобы еще раз затянуть. Вот так. Все, лапка готова. Вы вяжете вторую такую же лапку. Теперь вяжем верхнюю лапку. Делаем кольцо, провязываем в него 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. Во втором ряду провязываем прибавки. В каждую петлю по 2 столбика без накида. В конце второго ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И так до конца ряда. В конце третьего ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Четвертый и пятый ряд вяжем по 18 столбиков без накида. Провязали 2 ряда по 18 столбиков без накида. Далее в шестом ряду вяжем 6 столбиков без накида. Делаем 3 убавки.
И далее 6 столбиков без накида. И в конце 6-го ряда у вас должно получиться 15 столбиков без накида. В 7-м ряду вяжем 7 столбиков без накида. Далее убавка. И далее 6 столбиков без накида. И в конце 7-го ряда у вас должно получиться 14 столбиков без накида. В 8-м ряду вяжем 5 столбиков без накида. Делаем убавку. Далее 5 столбиков без накида. И в конце делаем убавку. И в конце 8-го ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Добавляем наполнитель. И далее вяжем 4 ряда по 12 столбиков без накида с 9 по 12 ряд. Провязали 4 ряда по 12 столбиков без накида, наполняем деталь. А теперь вставляем диск. У меня уже есть вторая лапка, здесь я вставляла справа, то есть вы выпуклой вот этой частью должны повернуть боком. И эту лапку также поворачиваете бочком и вставляете диск между 11 и 12 рядом. Теперь сюда добавляем наполнитель. Далее вяжем 3 столбика без накида. Делаем убавку.
3 столбика без накида. Делаем убавку. Дальше 3 столбика без накида. Делаем убавку. Я еще чуть-чуть сюда добавлю наполнитель, чтобы оно не было приплюснуто, а немножко выпуклое. Все вот так. Далее вяжем 3 столбика без накида. И делаем убавку. Оставляем хвостик для того, чтобы стянуть отверстие. Также через петли пропускаем хвостик. Затягиваем отверстие. Теперь вставляем крючок, выводим его в отверстие. И затягиваем. Вы вяжете вторую аналогичную верхнюю лапку. Вяжем ушко. Делаем кольцо. Провязываем в него 4 столбика без накида. Затягиваем. Это у нас первый ряд. Во втором ряду делаем 4 прибавки. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Во втором ряду у вас должно получиться в конце 8 столбиков без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида.
прибавка. И так провязываем 4 раза. И в конце третьего ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. В четвертом ряду провязываем 12 столбиков без накида. Провязали четвертый ряд. В пятом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так вяжем до конца ряда. В конце пятого ряда у вас должно получиться 16 столбиков без накида. В шестом ряду вяжем 16 столбиков без накида. В седьмом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. И так вяжем до конца ряда. И в конце седьмого ряда у вас должно получиться 20 столбиков без накида. В восьмом ряду вяжем 20 столбиков без накида. В девятом ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка. И так вяжем до конца ряда. В конце девятого ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. В десятом ряду провязываем 24 столбика без накида. Провязали 10 ряд. Теперь вам надо сложить ушко пополам, захватить слева столбик и провязать соединительный столбик. А теперь оба края нам надо соединить соединительными столбиками. Захватываем за петли и провязываем соединительные столбики. И мы делаем это для того, чтобы нам было потом удобнее пришивать. Обрезаем нитку, оставляем хвостик для пришивания. Здесь закрепляем и немного затягиваем. Все, наше ушко готово. Вы вяжете второе аналогичное ухо. Вяжем хвостик. Делаем кольцо, провязываем в него 6 столбиков без накида. Это у нас будет первый ряд. Во втором ряду делаем прибавки в каждую петлю. Сделали 6 прибавок, в конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И так вяжем до конца ряда. В конце третьего ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка.
И так вяжем до конца ряда. В конце 4-го ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. В 5-м ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. И в конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. В 6-м ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка. И так вяжем до конца ряда. Всего у вас должно получиться 36 столбиков без накида. Далее вяжем 7, 8, 9 и 10 ряд. Вяжем по 36 столбиков без накида. Всего 4 ряда по 36 столбиков без накида. Провязали 4 ряда по 36 столбиков без накида. Делаем соединительный столбик. Оставляем хвостик для пришивания. И немножко затягиваем. Все, хвостик готов.